Здравствуйте, зрители моего канала. Обратился ко мне один знакомый и попросил отремонтировать кислородный концентратор AirSet. Ну и, как всегда, с уникально качественным российским сервисом. Какая проблема у него? Я думаю, у кого есть такие концентраторы, все знают проблему. Перестал набирать концентрацию кислорода, там 95%. Горит красная лампочка постоянно, и он пищит. Сервисники, естественно, говорят: присылайте нам, мы разберемся. Но это у них, скажем, такая, проблема от времени. Она где-то, у нас сейчас тут наработка 3000 часов. Выскакивает эта проблема в промежутке там 1500-2000 часов. Это уже повторно. Я просто их уже не один примонтировал, и я решил сделать видео, из-за чего это происходит. Разбираем. Я уже предварительно разобрал. Откручиваем. Нам по факту нужен будет вот этот блок для ремонта. Это внутри. Я постараюсь максимально подробно описать проблему. Я раскручу оба бока, потому что один местный ремонтник из медтехники сказал: я починил, так как фактически ни у кого нет приборов проверить концентрацию кислорода. У меня тоже нет этого прибора, есть наркозный аппарат, но в нем прекрасно работает своя штатная система измерения, поэтому он говорит: я все сделал, лампочка не гаснет непонятно по какой причине, а так он больше не пищит, я все сделал. Ему заплатили деньги. Чтобы вы понимали, вот этот провод идет на зумер. Он его аккуратненько, это я уже разбирал, искал проблему, почему он не пищит, потому что я точно знаю, что он должен пищить. И аккуратно все под стяжечку было спрятано, вырван провод и вставлен туда. За это человек взял деньги. Сервисники говорят: или мы специалиста вам пришлем. Специалист стоит там порядка 20 тысяч рублей выезд в регионы. В чем у нас проблема? Проблема у нас вот в этих клапанах. Я сейчас, наверное, перекручу все на штатив и буду параллельно рассказывать, что я делаю, с комментариями и как будем ремонтировать. Извините, конечно, может что-то будет качаться и что-то не влезет, но я постараюсь потом поднести к телефону и все снять более лучше, потому что очень мало места в нем. В чем основная проблема? Скажем, это не первый ремонт такого устройства. У нас есть 3 циолитовые колонны и есть клапана. Подвисают вот эти клапана. В среднем этот ремонт стоит порядка 15 тысяч в сервисе. А еще на одном концентраторе у моего знакомого поменяли эту рампу. И заплатил он, могу соврать, что-то, по-моему, с пересылками около 100 тысяч рублей. Попробуем разобрать. Нам надо снять клапана, мы отключим вот этот шланг. Это в глушитель, скажем так, идет, да. И обязательно стравим остатки воздуха. Что мы делаем? Надо снять нам все клапана. Это электрическая часть. А пневматическая часть, выкрутить и разобрать все клапана. Местами лучше не путать, поэтому клеммы тоже снимаются прям не так просто. Сейчас покажу. Это заглушечки, которые держат. Кстати, очень такое удобное решение на самом деле. Надо открыть крышечку, а потом снять. У меня маленькая отвертка, чуть-чуть неудобно получается. Также мы снимаем вот эти разъемы. У нас проблема, я так подозреваю, всего лишь в одном клапане. Мы можем даже не увидеть, потому что иногда просто подвисает клапан и все. Что там случилось? Но почему снимаем все? Снимаем все мы их, потому что
ну, неизвестно в каком проблема, и получается мы будем выкручивать сначала верхний, нижний, самый нижний ряд, потому что нижний ряд не получается открутить из-за того, что мешает верхний ряд. Всегда снимаю, раскладываю в одном порядке. Стравливание воздуха я оставлю за кадром. Я делаю по обычным разводным ключом, ну, скажем, то, что есть под рукой. Мы начинаем по очереди откручивать клапана. Клапана я тоже не рекомендую путать местами, потому что они притерты, ну, их не резиночки изношенные, уже притерты там по своим каким-то посадочным местам. Тут стоят еще уплотнительное кольцо. Когда будете назад собирать, внимательно, чтобы оно не подвернулось. Я вот думаю, видно. Вот он, износ клапана. Вот тут, вероятно, он или боком стал. Не факт, потому что уже доподлинно не определишь. Вот есть какой-то вмятина инородная. Видите, на клапане, да? И вот этот весь налет надо нам очистить будет и собрать все заново. Вот. Не знаю, видно, не видно, но вот прям на ногте белый налет. Вот этот налет мешает клапану хорошо закрываться. Еще, если вы обратите внимание, вот тоже следы износа. Иногда клапан, вот прям тут видны прям, видите, зазубринки. Когда открывал, оттуда, ну, вылетели какие-то мелкие частицы. Это, может, магнитная часть клапана. Но тут тоже надо все прочистить. Он вот так иногда на излом. Я один клапан как-то в прошлые разы ремонта доставал, и я его прям вынул, и он как бы висит. Вот, и оттуда выпала какая-то песчинка. Ну, не знаю, с чем связано. Думаю, что-то летит из колонн. Вот, я думаю, наш проблемный клапан, если вы видите, вот у него прям ярко выраженное вот такое напыление и непонятно что там. Я думаю, все понятно. Вот. Или вот она часть. Только не пойму, откуда эта деталь, откуда она здесь попала. При этом уплотнительная резинка, вот она. А что вот это такое? Я, если честно, затрудняюсь. Вот. Колечко уплотнительное на месте. Я думал, это часть кольца, а вот это вывалилось откуда-то, ну, как инородное тело. И оно довольно... Я даже не могу сказать, откуда. Причем на клапане таких деталей не используется. То ли оно от времени абсорбировалось, что ли. Я вообще затрудняюсь сказать, откуда это, ну, взялось в канале воздуха. Причем я извлекал разные вещи, вот похожие на полукруг. Это первый раз. А так в основном это были, ну, я так понимаю, силиката остатки, такие мелкие шарики. Вот. Откуда это полукольцо? Ну, точно это не клапан, а запчасть. Я вам так хочу сказать. Конечно, я думаю, по-правильному колечки надо заменить, ну, так как у нас экстренно, у нас через
3 часа операции. Сейчас сниму на другую камеру, чтобы было видно. Вот она, рампа клапанов. Вот видите, в том месте, где не прилегает, наверное, не получится, клапан, ну вот видите, вот прилегающие части клапана, я стараюсь максимально проблемно. Люди технические меня поймут. Здесь, видите, видно, что как бы клапан не дозакрывался. Чтобы не попутать клапана, что я делаю. Вот то, что у нас там валялось, не знаю, откуда это там взялось. Но причем, ну, какие-то похожие части, только меньшего размера я не раз извлекал из этих клапанов. Еще, если вы видите, у нас клапана разные по высоте пружинки. Я подозреваю, усилия разные, но они еще от времени, их когда мы будем делать, я предлагаю их чуть-чуть подрастянуть. Ну, не сильно, чтобы увеличить. И также мы отмываем вот этот нагар весь. Достаточно его просто пальцем, ну или спиртом. Не применяйте бензин, потому что вот неработающий наш клапан, куда попала эта непонятная субстанция. И вот он уже, я не знаю, может быть, у них есть, вот если кому искать клапан, они тут, по-моему, 2 видов. Так, это один ряд, это второй, судя по их пружинкам. Я их разложил в той же последовательности, как они стояли. Потом мы просто берем, сейчас очистим все и собираем в той же последовательности. Так, прочистив, проверяем, чтобы все резиночки стояли на месте, чтобы не попали под резьбу. Вам не видно. Подрастянули мы немножко пружины. А теперь собираем все просто в обратной последовательности. От дальнего клапана к ближнему клапану. Усилие затяжки, ну, небольшое, прям уперлось, не надо там трубу одевать. Теперь приступаем к одеванию клапанов. Так, накидываем косу с провода. Если видите, внизу красные части от шланга. Я просто к чему говорю? Руководители, не пускайте ремонтировать непонятно кого такие вещи. Шланг тут аккуратно висит на хомутике, все как бы сделано как надо. Когда я открыл первый раз, хомут был откручен, провод вот так вот был обклемник, и, естественно, компрессор работает, и он рано или поздно перетрется. Ну, доверяйте это каким-то нормальным мастерам, покажите им видео, любой аккуратный человек, даже прям не мастер, все повторит в точности. Также уже и компрессор меняли на таком аппарате, на белорусский, так что ремонтировать можно, но в целом мне этот аппарат нравится, довольно надежный. Так, восстановим зуммер после чуда ремонтника. Ничего умнее у меня с собой не нашлось. Я думаю, все будет работать. И будет разъемное, чтобы он в следующий раз не вырывал проводок. Мог спокойно отключить, взять деньги и уйти. Хотя очень странная конструкция.
за такие деньги. Она из ДВП сделана, из реечек деревянных. Я, конечно, когда первый раз узнал, сколько это стоит, и увидел, как это сделано, я, если честно, конечно, просто, ну, не скрою, офигел, скажем так даже. Что, попробуем запустить наш концентратор и продуть его. Вот. Заработал наш пискон. Я продуваю всегда где-то на 5 литрах, чтобы была максимальная концентрация кислорода. Ну, сейчас продуем ресивер, посмотрим, получился ли у нас ремонт или нет. Так, ну, лампочка погасла. Переводим в автоматический режим. Сейчас он должен выключиться у нас, когда наберет должное давление. Я его пока выключу. Хочу кое-что прокомментировать. Еще видите давление, оно там уже под за 4. Когда под клапан попадает, вот как мы извлекли, настолько крупный мусор, давление не набирается до такой величины. Оно где-то в районе, по-моему, 3,5 бар, к 4 не подходит. Но это косвенно, чтобы вы могли определять ситуацию, которая происходит с кислородным концентратором. Все, наш концентратор полностью исправный. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, палец вверх. Это меня будет мотивировать на более интересные видосы для вас.